Вау, Ган, ты ли это? Как ты там оказался? А ну-ка иди сюда. Привет. В этом видео речь пойдет про Хэппи Милы из Макдональдс, в комплекте с которыми идут детские кубики Рубика 2 на 2 и кубоиды 1 на 2 на 3. Но это далеко не все. Еще я расскажу, каким боком с этим всем вообще связан Ган. Если хотите узнать, обязательно смотрите до конца. Готовьте себе чаек, будет очень познавательно и интересно. На днях, проходя мимо Макдональдса, мне вспомнилось одно из последних видео, которые я делал. Там я упоминал кубики Rubik's Gun 3 на 3 и Rubik's Gun 2 на 2. И у меня в голове появилась одна очень интересная мысль. Я решил зайти купить Happy Meal, и чтобы не тратить свое и ваше время, я решил совместить две пересекающиеся темы видео в одну, чтобы не делать про каждое отдельное. Если тебе интересно смотреть мои видосы, то обязательно поддержи меня лайком, оставь комментарий и подпишись на канал, если ты здесь впервые. Это для меня очень важно, так как я всегда стараюсь делать видео максимально интересными и полезными. И это видео не исключение, так как я в нем собрал выжимку нескольких историй и краткий обзор кубов из Happy Meal. Скорее всего, вы уже знаете, что неделю назад в Маке появилась акция, что в Happy Meal кладут игрушку от Rubik's. Там их, кажется, 12 разновидностей, и каждая из них либо кубоид 1 на 2 на 3, либо кубик 2 на 2 с различными изображениями героев из мультиков. Вообще Happy Meal в себя включает бургер, в моем случае чикен бургер, закуску, я взял яблочные дольки, и напиток, у меня был апельсиновый сок, и наконец игрушку. В первом Happy Meal мне попался кубик 1 на 2 на 3, а вернее кубоид 1 на 2 на 3. Он изготовлен из глянцевого черного пластика, на нем изображены персонажи из мультиков, что собственно указывает на то, что игрушки ориентированы на детей. Кубоид по качеству средний, крутится с усилием, немного заедает, но крутить в принципе можно. Данный кубоид меня не раздражает, но я бы ему поставил не более 3-4 баллов из 10 за качество исполнения и кручения. Продольное вращение у него довольно легкое и приятное, а вот поперечное вращение уже оставляет желать лучшего, крутится с заеданиями. В принципе, с натяжкой нормально, для ребенка подойдет. Happy Meal стоит около 200 рублей, а также, по крайней мере в России, можно купить игрушку отдельно за 80 рублей. Вскрывая второй Happy Meal, я обнаружил следующее. Вау, Ган, ты ли это? Как ты там оказался? А ну-ка иди сюда. Rubik's и Ган. Как же это может быть связано? Ладно, на самом деле это шутка, никакого Гана не может быть в помине в Happy Meal, это все шутка. Но в каждой шутке есть доля правды. И чуть позже я хочу рассказать, что я думаю про Ган и какое отношение они имеют к Rubik's. Но прежде хотел бы рассказать про второй кубик Рубика 2 на 2, который имеет форму полуцилиндра, я не знаю как это назвать. С этой стороны грань закруглена. По качеству он такой же крашеный, но крутится уже отвратно. Угол вообще не срезает и очень сильно заедает. Это просто невозможно собирать. Каждое вращение вызывает негодование и очень неприятное ощущение, и оставляет только негативный осадок, хотя должно быть вроде как наоборот. Но в Happy Meal есть очень классный момент. Это его офигенная коробка в виде куба. Я понимаю, что эта идея очевидна, но в любом случае она меня радует. И выглядит все это очень хорошо и приятно. Коробка от Happy Meal подойдет для того, чтобы хранить там свой 11 на 11, как раз по размеру влезает. В общем, коробке я бы поставил 9 баллов из 10, а кубику 2 на 2 1 балл из 10. Но в моем сердце теплится надежда, что когда родитель или старший брат или сам ребенок, покрутив немного головоломку, поймет, что головоломки это в принципе интересная тема, но качество конкретно у этой не очень хорошее, и решит зайти в поисковик, начнет искать, перейдет на нормальный сайт и купит себе хороший и качественный кубик Рубика, и впоследствии узнает, что такое спидкубинг, и возможно даже увлечется этим делом. Как раз сейчас на сайте procuber.ru идет вовсю распродажа качественных кубиков Рубика. Например, в Valk 3 ты сможешь купить всего лишь за 1000 рублей, а в Elong GTS 2M чуть меньше 1500 рублей. Это очень крутые кубы, на каждом из них был установлен мировой рекорд меньше 5 секунд, а это просто крышесносный результат. Также там много всякого разного, куча крутых новинок от Mafang, X-Men, в том числе новый топовый 4 на 4 VQA Mini и VQA Mini M. Куча недорогих, но мега качественных бюджеток и так далее. Обязательно загляни и найди то, что подойдет именно тебе. Я себе представляю задачу фирмы Rubik в данный момент очень однобоко. Это популяризация головоломок. Функция рупора – просто рассказать как можно большему количеству людей о головоломках.
А уже дальше, кому надо, тот заинтересуется и разберется сам, что такое спидкубинг, что бывают скоростные кубики и куча других размеров, разновидностей и других головоломок в принципе. Ни у кого из китайских брендов никогда не будет такой же большой площадки для продвижения своих кубиков. Ни Мою, ни Мафанг, ни даже Ган не смогут получить такие площадки для сбыта, как Макдональдс. Одна из причин, потому что у них нет имени мирового масштаба, а вторая в том, что их производственных мощей не хватит, чтобы обеспечить все Макдональдсы мира. Я думаю, не нужно объяснять, почему Мак это очень крутая площадка. Но могу кратко пояснить. Во-первых, Макдональдс есть в большинстве стран мира, медийность, охват и прочие факторы просто зашкаливают. Во-вторых, туда приходят абсолютно разные люди, как правило, не разбирающиеся в головоломках, а именно они являются целевыми. На этих пунктах уже можно остановиться, потому что этого в принципе достаточно. Но Ган при этом пытаются очень усердно подмазаться к самому Эрно Рубику, идут на не самые выгодные компромиссы, прям очень сильно хотят отщипнуть немного его славы. Как раз таки та самая коллаборация Ган Рубикс 3×3 и Ган Рубикс 2×2 это все попытки протолкнуть свой товар в массы, потому что спидкубинг как субкультура очень небольшая, и по моим ощущениям количество головоломок в спидкубинге от общего числа головоломок Рубикс в мире довольно невелико. И Ган очень хотели бы расширить свою аудиторию, но Рубикс никогда не отдадут курицу, которая несет золотые яйца. Иначе как объяснить то, что в течение стольких лет компания Rubix никак не улучшает кубы, в то время как китайцы рвут на себе волосы и гонятся за инновациями и трендами, пытаясь завлечь на свою сторону каждого спидкубера. Возможно, ситуация в последние годы постепенно меняется, и китайцы вытесняют Rubix, но почему-то Рубиксу пофиг на все скоростные кубы. И у меня есть ощущение, что спидкубинг это капля в море на общем фоне головоломочной индустрии. Кубики Rubix, какими были 10 лет назад, такими и являются сейчас. Я бы даже, наверное, сказал, какими были 30 лет назад, такими сейчас и остаются. Практически не изменились по качеству. У меня же все-таки был когда-то советский кубик Рубика, и был оригинальный кубик Рубика Rubix, поэтому я обладаю этим вопросом довольно хорошо. Часто человек проходит следующий путь к спидкубингу. Сначала покупает кубик от Rubix, потому что не понимает, что существуют другие бренды и так далее. Просто по незнанию. Потому что кубик Рубика это вообще-то бренд или товарный знак. Рубик это фамилия, то есть кубик чей? Кубик Рубика. Вообще сначала он назывался магический кубик, Magic Cube. Но потом они запатентовали товарную марку кубик Рубика. Но в России и странах СНГ это название стало нарицательным, типа Xerox, Jeep и подобные. И когда человек слышит кубик Рубика, у него сразу первая ассоциация будет Rubix. В Китае все кубы называются Magic Cube. После того, как человек столкнется с Rubix поближе, он уже начинает углубляться в процесс и понимает, что это было не самое удачное решение. У меня была похожая история. Как я уже сказал, сначала у меня был советский кубик, а потом через несколько лет я купил себе кубик Rubix. Но на тот момент ничего другого найти было невозможно. Не было ни магазинов, ни доставок, вообще ничего не было. Только кубики Rubix можно было найти в крупных городах. Никаких кубиков Ган в помине не было. Первый Ган вышел в 2013 году. Кстати, он у меня есть, выглядит он вот так вот. Кубик Rubix был изначально очень сильно затянут, но слово «затянут» не очень корректное. Многие не знают, но все или некоторые их кубы не имеют регулировочных винтов, и их нельзя настраивать. Вместо винтов под центрами там заклепки. И единственный вариант сделать так, чтобы кубик ослабился, это сделать большое количество сборок, и тогда кубик разболтается, и уже на нем можно как-то вменяемо собирать. Но кубики Rubix это не единственный возможный путь в спидкубинг. Но именно такой путь проходит, наверное, большинство спидкуберов, ну или очень многие. И именно я прошел такой путь. Но сейчас ситуация немного улучшается. Есть другие пути в спидкубинг. Через знакомых, через друзей, одноклассников, телевидение, соседей, ну и какие-то еще другие. Многие начинают интересоваться кубиком после всяких телешоу по центральным каналам, в которых как-то был упомянут кубик Рубика. Если есть те, кто заинтересовался после телешоу, пишите в комменты. Вообще все, у кого историю можно описать больше, чем в 2 предложениях, пишите в комменты свои истории. Я с удовольствием почитаю, мне кажется, другим тоже будет очень интересно, поэтому обязательно пишите свою историю. Если тебе понравилось это видео, то поставь лайк и напиши комментарий, что думаешь по этому поводу. Обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить новые еще более крутые видосы. Подписывайся на мои инстаграмы, там я регулярно выкладываю какие-то классные фотографии с кубом. И вступай в паблик ВКонтакте, в нем я устраиваю регулярно какие-то опросы на тему спидкубинга, на тему будущих видео, так что ты можешь повлиять на выход будущих видео. Добавляйся в друзья ВКонтакте, буду рад всем, все ссылки на соцсети будут в описании.
Большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. На этом у меня все. С вами был Прокубер. Собирайте кубики.